Дорогие друзья, в магии существуют деревья, которые называются священными. Эти деревья считаются проводниками в мир духов. Такие деревья, как осина, береза, каштан, орешница, дуб. Есть определенное количество еще деревьев, которые считаются особенными. И в магии часто встречаются, часто с ними связываются определенные ритуалы. Иногда им передают болезни, иногда у них просят помощи, сил. Почему я вам объяснила и сказала, что вам именно, иногда бывает, что нужно откупаться на перекрестке, но в основном под деревом оставлять откуп. Потому что считалось, что на ветках, на ветвях деревьев живут духи. И дерево корнями уходит в мир мертвых. То есть дерево стоит между навью и явью, между миром духов и миром людей. Кроме того, дерево стремится ввысь, в мир богов. Не зря корень мирового древа называют древо жизни. Да? Не зря считается, что есть древо богов. Не зря в разных мифологиях, теологиях приводятся деревья как символ божественности. Не зря Александр Сергеевич Пушкин очень часто использует в своих сказках взятые из мифологии персонажей, такой как, например, дуб, сказочный дуб, на ветвях которых сидела русалка и кот ученый и так далее. Это все описание древних духов, как они приходили к человеку. Дуб – символ мудрости, древности, долголетия. Дуб сажать не рекомендовалось. Дуб можно было посадить людям святым, людям, обладающим знанием знахаря, да, имеющим силу ведьмака. Обычному человеку дуб нельзя было сажать, потому что считалось, что если ты посадишь дуб, то ты дашь свою жизнь дубу. Отсюда выражение «дубу дал». Дубу отдал свою душу. Человек перед смертью сажал дуб для того, чтобы потом приходить и через это дерево слушать своих потомков и так далее. В древние времена были тотемные дубы, то есть семейные или сельские места священные, где рос дуб. Конечно, от одного дуба потом появлялась дубовая роща. И в этой дубовой роще или роще священных дубов обитали духи. Так считалось, что предки приходили, садились на ветви этих деревьев, слушали своих потомков и помогали им в трудную минуту. Так вот, священный дуб. Часто приходили к священному дубу и просили исполнения желаний. Приносили, жертвовали дубу красные ленты, платки, оставляли, спиртное духом, мед, медовуху на Руси. Поливали дуб и взамен просили помощи за все. Приходили и связывали свою крепость с дубом. Я говорила, что магия – это определенный догмат, то есть то, что нерушимо. Вот как солнце встает, так и я, чтобы там богатела. Как правда то, что мертвецы не вернутся, так и правда то, что моя порча не вернется. Как правда то, что дуб стоит, да, и никакой ветер не свалит этот дуб, так и правда, что враги меня не свалят. То есть, понимаете, одна истина связывалась с другой, непоколебимая истина. Так вот, я хочу подарить вам защиту для вашей семьи на дуб. Найдите могучий дуб, здоровый,
сильный, могучий дуб в лесу. Проведите этот ритуал для всей семьи. Можете с ними съездить, можете одна. И если у вас сложные времена в семье, то эти сложные времена, эти трудные моменты остановятся. Ну, с мужем у вас не лады. Он остановится, обдумает свой поступок. Дети, может быть, не могут устроить свою личную жизнь, не получается. Они окрепнут, как дуб, и станут подниматься ввысь к небесам, то есть подниматься по карьерной лестнице. Вот вроде все нормально в семье, но что-то не получается. Или хотят у вас забрать имущество, или вы влезли в долги, не можете никак выйти из этого. Помимо ритуалов на деньги, помимо ритуалов иных, которые я вам дарила, проведите этот ритуал защиты на всю семью. И ваша защита, ваша сила семьи станет крепкой, как дуб. Начитайте на дуб эту защиту. Можете повторить раз в 3-4 месяца, смотря насколько у вас серьезная ситуация. Кто-то может спросить, вот мы свяжем свою силу, свой заговор с дубом, да, с силой дуба могучего. А вдруг этот дуб, скажем, вырубит кто-нибудь, то есть срубит, извиняюсь, ну и вырубит в том числе. А не пострадает ли наша защита? Нет, дорогие друзья, это не означает, что после того, как дерево не станет или она высохнет, что ваша защита полностью разрушится, и семья в том числе. Нет, просто эта защита уйдет, и вам придется повторить уже с другим дубом. Ну, если вы хотите крепость семьи, если вы хотите выйти из семейного кризиса, трудностей и помочь своей семье, защитить, да, окружить этой силой и мощью, чтобы с вашей семьей ничего не случилось, то проведите этот ритуал и следите иногда за этим дубом, чтобы этот дуб крепко стоял. Может быть, с ним никогда ничего не случится, даже при вашей жизни и при жизни ваших потомков. А может случиться, может там ударит молния, всякое бывает. Не надо связывать это все с заговором и пугаться, и сходить с ума. Нет, просто ритуал перестанет действовать, и надо будет повторить, если вы снова пожелаете защитить свою семью. Итак, что вам для этого нужно? Разрежьте красную ленту на несколько частиц, и этих лент должно быть столько, сколько у вас членов семьи. Кто ваша семья? Ваш супруг, ваши дети. Если вы хотите защитить мать и отца, вы должны им сказать, и это должна делать ваша мама или отец. Идете к этому дубу с этими лентами. Далее. Вода из 3 источников. 3 источника, 3 колодца, 3, именно бегущие источники, протекающая река. Я вам говорила, что это есть символ движения вперед. Водоканал, речка, источник какой-нибудь маленький. Из этих 3 источников не стоячая вода. Это не море, не озеро, не пруд, а именно протекающее. Из 3 источников набирайте в бутылку или там, куда вам удобно, воду, подготавливайте. Ленту отрезайте, значит, по числу членов семьи. Берете спиртное, берете монеты по числу, опять же, членов вашей семьи. Идете, может, заранее найдете этот дуб. Теперь смотрите. Вы должны привязать эти все красные ленты к веткам дуба. И каждый раз говорить, это за там такого-то, это за Сергея, это за Ирину, это за Оксану. То есть называть по именам всех своих детей, мужа. Можно ли за внуков и так далее. Если взрослые внуки, им больше 20 лет,
можно всех посчитать вместе со снохами, со всеми идти сделать, если у вас огромная семья. Если они придут вам помогать, это можно. Итак, значит, завязали, привязали ко всем этим, к веткам вот эти все ленты по именам. Это за того, это за того. Имена повторяются, не страшно, делайте как надо. Далее, значит, берете емкость с водой и поливайте дуб крестообразно, то есть по всем 4 сторонам света. Полили, начитали заговор. Пошли туда, значит, следующую часть. Полили, начитали заговор. Вот 4 стороны света вокруг дуба. Вы должны полить и читать заговор по одному разу. В конце оставьте монеты прямо под дубом, вот так кладите. Вылейте спиртное под корень. Заберите эту емкость, не загрязняйте природу вместе с бутылками, со всем остальным. А ленты, конечно, оставьте на ветках. И со словом «откупаюсь» уходите. У вас колоссальные будут перемены. Если трудности в семье, если какие-то проблемы судебные, они начнут друг за другом решаться. Защита, она не просто защищает вас от того, чтобы там вы жили, не погибли, не знаю, чтобы балка сверху не упала. Нет, защита – это такой невидимый круг, вокруг которого вот концентрируется, то есть внутри которого концентрируется ваша энергия. Это невидимый такой круг, понимаете, защитный, как пленка, что ли, вот как хотите, ментальная такая, поле. Внутри развивается ваша энергия и улучшает вашу жизнь, защищает вас от мелких, больших проблем. Естественно, накопительный закон энергии накопления, закон накопления энергии, извиняюсь, усталость сказывается, оно все помогает вам, подпитывает ваше дело, вашу работу, вашу семью и так далее. Энергия наполняет и помогает вам двигаться быстрее, приносит удачу в делах, ну и защищает, естественно, от потрясений. Итак, я вам объяснила, что нужно делать теперь, что нужно читать. 4 раза вокруг дуба, поливая каждый раз. Но 4-й раз полейте до конца, то есть долейте эту воду до конца. О могучий исполин, сын матери земли, корнями ты в мире мертвых, а вершина твоя смотрит в мир богов. На ветках твоих живут духи рассоздания. О могучий сын матери земли, я прошу тебя сегодня и сейчас, пусть сила твоя защитит мою семью, имена всех в семье. Я силу своей семьи связываю с твоей силой. Как ты корнями крепко стоишь в земле, так крепок будет мой род. Как твой ствол могучий, так и семья моя будет могучей. Как ты стремишься ввысь, так и мы будем подниматься. Как ты царишь над деревьями в лесу, так и нам царствовать среди людей. Я прошу могучую защиту на всю свою семью через силу могучего дуба. Да будет крепкой наша защита. Ключ в океане море, под бел горюч камень. Заклинаю. Давайте еще раз прочитаем. О могучий исполин, сын матери земли. Корнями ты в мире мертвых, а вершина твоя смотрит в мир богов. На ветках твоих живут духи рассоздания. О могучий сын матери земли, я прошу тебя сегодня и сейчас. Пусть сила твоя защитит мою семью, имена всех. Я силу своей семьи связываю с твоей силой. Как ты корнями крепко стоишь в земле, так и крепок будет мой род. Как твой ствол могучий, так и семья моя будет могучей. Как ты стремишься ввысь, так и мы будем подниматься. Как ты царишь над деревьями в лесу, так и нам царствовать среди людей. Я прошу могучую защиту на всю свою семью через силу могучего дуба.
Да будет крепкой наша защита. Ключ в океане море, бел горюч камень. Заклинаю. Все, достаточно, больше не читаю. Очень устала. Я думаю, что этого довольно. Все остальное я вам объяснила. Все, друзья мои. Пойду-ка я немного отдыхать. Все. В основном то, что должна была в эти дни подарить, я подарила. Список, конечно, бесконечный, на одну жизнь не хватит, но я думаю, что сегодня я займусь уже, начну отвечать, кому еще не ответила. Нет, это не по консультации уже ответила, но есть люди, которые ждут совета и прочее, прочее. Я им сказала, несколько дней подождите. И вот сегодня я займусь этим всем. Если будут силы куда-нибудь выйти по делам, мне нужно еще забрать кое-что, но я не обещаю, но посмотрим. Все, друзья мои, я подарила все, что должна была подарить. Во благо вам всем, вашим детям. Всем удачи!